В гибридной войне, которую режим Лукашенко развязал с соседними европейскими странами, появились новые жертвы. Вчера днем стало известно об обнаружении 4 погибших мигрантов. Белорусские пограничники в метре от польской границы нашли тело 39-летней гражданки Ирака. Рядом с покойной находились 3 детей, мужчина и пожилая женщина. По сообщениям Госпогранкомитета, на теле были явные признаки волочения из Польши в Республику Беларусь. Непонятно, каким образом по трупу можно определить географию его перемещения, но очевидно, что пропагандистские ресурсы предпочитают не заморачиваться даже об имитации правдоподобности, когда высокое начальство требует очернять ненавистных соседей любыми способами. Отметим, что почти одновременно с появлением новости о смерти мигрантки на белорусской стороне пограничная служба Польши сообщила об обнаружении тел еще 3 человек. Эта информация всколыхнула иракские соцсети, и вскоре через них удалось установить личность одного из погибших. Им оказался житель города Наджаф Ахмед Хамед Аль-Дабави. Вначале в качестве основной версии причины его смерти называлось переохлаждение. Действительно, в приграничном районе Гродненской области прошлой ночью было очень холодно, лил сильный дождь, а температура опустилась до 6 градусов тепла. Однако позднее в одном из чатов, где иракцы обсуждают переход из Польши в Беларусь, появилась другая версия. Его участники считают, что погибший не мог умереть от холода, поскольку есть свидетельства от мигрантов, которые находились в тот день на границе, что Ахмеда ограбили и убили. Дальнейшие действия по установлению причин трагедии проводит прокуратура Польши. Личности еще 2 погибших пока не обнародованы. Руководитель НАУ Павел Латушко прокомментировал случившееся, назвав смерти на границе очередным фактом международного террора, организованного режимом Лукашенко. Отметим, что на этих выходных в Польше был зафиксирован новый рекорд по нелегалам. В субботу с белорусской стороны в республику попытались попасть 324 мигранта. Все попытки незаконного пересечения границы были пресечены. «Все меняется, все течет». Это выражение лучше всего описывает ситуацию с так называемой заморозкой цен на товары первой необходимости, которую нелегитимный объявил в конце февраля. Издание «Наша Нива» решило проверить, насколько реальное ценообразование соответствует положениям указа диктатора, потребовавшего, чтобы рост стоимости некоторых продуктов не превышал 0,2% в месяц. Расхождение в ценах до заморозки и после впечатляет. Так, максимальный скачок произошел с цифрами на ценниках под самыми популярными продуктами – мясом, яйцами и молоком. Рост их стоимости за последние полгода составил от 18 до 39%. Не менее болезненными оказались изменения, коснувшиеся круп и хлеба. Например, упаковка шлифованного риса в феврале стоила 2 рубля 45 копеек. Сегодня этот же продукт можно купить за 2 рубля 75 копеек. То есть его цена выросла более чем на 12%. По мнению экспертов, такая ситуация характерна для всего мира в условиях пандемии. Дорожает все и везде. И выживает в таких условиях кто как может. У белорусских производителей нашлись свои способы обходить ограничения по росту цен. На практике это выглядит так. Согласно требованиям, нельзя повышать стоимость имевшихся на момент издания указа товаров. Однако, если ввести новые позиции, на них требования уже не будут распространяться. К примеру, в продаже имелось бедро курицы, которое попадало под заморозку цен. Но если его заменить, скажем, на мякоть бедра, ценник уже можно регулировать по усмотрению производителя. Именно поэтому многие знакомые потребителям продукты в последние месяцы исчезли с прилавков, на которых появились их аналоги по сильно завышенной стоимости. Как говорится, это всего лишь ловкость рук и большое желание выжить в условиях лукономики. Отметим, что Министерство антимонопольного регулирования постановило продлить заморозку цен до декабря текущего года. Преступления незаконной власти включают не только гибели невинных людей, пытки и насилие над мирными протестующими, но и массированную промывку мозгов тех, кому не до политики. О масштабах этого явления стало известно из нового слива киберпартизан. В рамках операции «Жара» совместно с коалицией протестных дворов они смогли собрать данные о почти 3000 доносчиков, извещавших карательные органы о мирно собирающихся людях, которые были виновны только в том, что пели песни и вешали БЧБ ленточки. Однако, взломав базу 102, киберпартизаны вычислили не только недовольных, кому в самый разгар протестной активности августа и сентября прошлого года мешали громкие звуки с улицы, но и людей, которые отметились тем, что стучали на своих близких и знакомых. Так, одна из фигуранток списка доносчиков сообщила в милицию о том, что ее внук собирается ехать из Полоцка в Минск на митинг против выборов и Лукашенко. Еще один, так сказать, мужчина известил 102 о якобы противоправных действиях своей жены, которая вместе со знакомой кидала некие оппозиционные листовки в почтовые ящики. А инициативный ябатька из Бреста настучал на внука своей знакомой, решив, что тот является организатором протестов. Судя по всему, именно из такой фактуры и собирались сотни томов уголовных дел на невиновных людей. В своем комментарии к сливу киберпартизаны назвали указанных в списке лиц коллаборантами и отметили, что обнародованные сведения являются лишь малой частью огромного массива информации, который им удалось добыть. Что ж, как водится, все тайно однажды становится явным, и Павлики Морозовы 21 века, которые надеялись остаться анонимными и, возможно, даже получить грамоту из рук самого Балавы,
теперь известны и за свои действия однажды могут предстать перед честным судом Новой Беларуси. Хотя порицания, которые они заслужили от своих соседей и окружения, это хороший повод пересмотреть свои приоритеты прямо сейчас. Настал момент, когда даже официальная статистика уже не в состоянии скрывать, что в Беларусь пришла новая волна пандемии и ее последствия намного серьезнее предыдущих. По данным Минздрава, в последние дни наблюдается ежедневный прирост почти в 2000 заболевших. Очевидно, что реальные цифры в разы выше. На этом фоне в стране наблюдается острая нехватка врачей, которые массово уезжают за границу из-за созданных для них невыносимых условий. А те, кто остается помогать белорусам на родине, сталкиваются с совершенно наплевательским отношением к себе нелегитимной власти. Судите сами, в самую острую фазу заболеваемости новым крайне агрессивным штаммом вируса медиков начинают лишать так называемых ковидных надбавок. Информацию об этом мы неоднократно получали в наш чат-бот, а теперь ситуацию решил прокомментировать премьер-министр Игорь Петришенко. Если попытаться перевести бюрократический язык режимного чиновника на человеческий, то становится понятно, насколько цинично самоназначенная власть относится к жизненно важным вопросам страны. По версии Петришенко, надбавки не урезаются, а уменьшаются сообразно суммам, потраченным на средства индивидуальной защиты для медиков. То есть у врачей просто забирают деньги, которые должны браться из бюджета. Более того, СИЗы часто являются гуманитарной помощью, и в этом случае выходит, что на рискующих жизнью врачах еще и пытаются заработать. Все это чиновники называют принципом рационального расходования бюджетных средств. Примечательно, что по сути такие меры нацелены на максимальную экономию на медперсонале, которая включает еще одно урезание надбавок за счет отработанного времени. Отметим, что условие рассчитывать сумму выплат, исходя из количества времени, проведенного с ковидными пациентами, заставляет представителей самых востребованных специальностей, реаниматологов, анестезиологов и терапевтов набирать как можно больше рабочих часов и буквально сгорать на работе. При этом единственное, с чем режим может успешно справиться, это подкидывать врачам новых пациентов. Напомним, что на днях Лукашенко решил масштабно отметить придуманный им самим праздник так называемого единства. Для услады глаз диктатора в столицу стянули массовку со всей Беларуси. На многолюдном форуме, где нелегитимный толкал свои речи, сотни людей сидели вплотную друг к другу без масок, а затем разъехались по своим городам. Последствия этого безумия вряд ли покажет обновленная статистика Минздрава, но красноречивее любых цифр бесконечные очереди из скорых, которые уже можно наблюдать по всей стране. Преступления, которые совершает режим против народа Беларуси, не останутся безнаказанными. Сегодня стало известно, что страны Евросоюза и США обсуждают введение 5-го пакета санкций, которые могут быть приняты одновременно и нанесут существенный удар по кубышке нелегитимного. Под действие ограничительных мер должны попасть 5 белорусских банков, среди которых Беларусьбанк, Белинвест, Белагропромбанк, Добробыт и Банк развития. Более того, обсуждается также возможность введения санкций против деревообрабатывающей промышленности и компании Белтелеком. Напомним, что некоторые финансовые учреждения из готовящегося пакета уже включены в секторальные санкции ЕС, и это существенно отразилось на их работе. Так, людям, имеющим счета в Беларусьбанке и Добробыте, в последнее время начали приходить уведомления о том, что они не смогут получать переводы из-за рубежа. Причиной тому стало закрытие крупнейшим финансовым конгломератом Германии Deutsche Bank корреспондентских счетов в валюте. На практике такая ситуация грозит попавшим под ограничение банкам серьезными финансовыми потерями, поскольку они гарантированно теряют иностранных партнеров, пользующихся их услугами для международных переводов. Причем есть большая вероятность того, что потеря доверия к белорусским финансовым организациям станет для них своего рода черной меткой и в случае снятия санкций, поскольку зарубежные партнеры просто не захотят связываться с банками, которые запятнали свою репутацию обслуживанием интересов преступного режима. И это все на сегодня. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии для продвижения этого видео. Хорошего всем вечера и живе Беларусь!